Всем привет, с вами Тори-чан! На улице жуткая летняя жара, а значит наступило время мороженого. В Японии есть много разных интересных и необычных видов мороженого, поэтому сегодня я покажу вам, что японцы едят летом, а также немного расскажу о истории мороженого в Японии. История мороженого, на удивление, очень длинная и разная в каждой стране. В Японии, например, первое мороженое, а точнее ледяная стружка, появилась в эпоху Хэйан 1200 лет назад. Есть древние записи того времени, где писалось, что стружку из льда подавали, полив выжимкой из сладких трав, поэтому будем считать, что это предок современного мороженого. Конечно же, в те времена не было даже подобия нынешних холодильников, поэтому лед был роскошью, и он был доступен только знатным особам, как император или дворяне. Лед добывали в холодное время года из рек или озер и хранили в холодных местах, как пещеры в горах. Но даже если лед удавалось сохранить в такой пещере, пока его довозили до императора, оставался только маленький кусочек. В эпоху Эда, примерно 400 лет назад, лед начали привозить на кораблях из более северных регионов страны, что сделало его более доступным круглый год. Но все равно, пока лед довозили, половина таяла. Но даже несмотря на это, в 1860-х годах в Японии в городе Йокогама открылся первый магазин с японским мороженым какигори. Конечно, это трудно назвать полноценным мороженым, это было больше похоже на полурастаявший щербет, который готовили просто из льда, и его подавали просто, без ничего, или могли посыпать сахаром, поливать медом, подавать с клетками из рисовой муки широтама или даже сладкой бобовой пастой анко. Также при помощи льда охлаждали разные летние фрукты, как персики, и это был тоже такой летний японский стародавний десерт – охлажденные фрукты со льдом. И только в 1880-х годах в Японии была основана первая компания по производству льда, где изготавливали лед искусственно при помощи машин, привезенных из Америки. А в 1887 году была изобретена первая машина по производству японского мороженого какигори, после чего какигори стала неотъемлемой частью японского лета. Думаю, теперь вам будет понятнее, почему в Японии так много необычного и странного мороженого. А теперь давайте я покажу вам, как выглядит отдел с мороженым в японском магазине. Как видите, он не маленький. Обычное ванильное или шоколадное мороженое есть, но почти все адаптировано под японские вкусы. Большинство мороженого в японских магазинах – это не привычное многим лакомство с кремовой текстурой и молочным вкусом, а что-то вроде молочного щербета с низким содержанием молока. Что неудивительно, зная, что история мороженого в Японии началась именно со сладкого измельченного льда. В Японии мороженое делится на 3 вида по количеству содержания молочных продуктов. Лакта-айс, в котором содержание молока более 3%, айс-милк с содержанием молока более 10% и айс-крим, где содержание молока более 15%. Например, вот это лакта-айс с клубничным щербетом какигори и сгущенным молоком. Также есть бобами адзуки и, конечно же, классика – красные бобы адзуки и чай матча. Да, в Японии не только традиционные десерты делают с красными бобами адзуки, но и мороженое. Даже целые бобы внутри. なんかあんこはね、海外の人がビビるけど、結構ジャムの味がする。全然豆の味がしない気がする。 Еще один популярный вкус – это вкус сладкой газировки. Что-то вроде фруктового льда, только на вкус как спрайт примерно. Это, кстати, одно из самых старых мороженых в Японии – гари-гари-кун. Сладкая газировка рамуне у японцев ассоциируется с летом, а также мороженое с таким вкусом не приторное и хорошо освежает. Также есть мороженое со вкусом мелон-сода дынной газировки. Этот напиток появился еще в 1900 году, но до сих пор популярен, даже мороженое с ним делают. По той же причине популярно мороженое просто со вкусом дыни. Конечно же, щербет и мороженое со вкусом зеленого чая матча. Например, это очень популярное порционное мороженое пино, которое удобно есть или делиться им с друзьями. 普通はバニラとチョコだけどね。確かに。抹茶味です。いきます。結構ピノってアイスクリームミルク分が濃厚なやつが
抹茶強め。Фруктовые вкусы тоже популярны, например, это что-то вроде круглого щербета из японской груши наши, молочный щербет с кусочками фруктов под названием белый медведь и даже щербет со вкусом йогурта. Папико! Это папико. Это папика, еще одно любимое мороженое японцев, больше похоже на молочный щербет. Очень вкусно. Очень вкусно. 夏にいいっすよね。いいよね、シャーベットみたいな感じだよね。よく小学校の頃のお小遣いとかさ、あんまりない多い金額もらえなかったから、なんか友達と2人でこれ買ってこれを分けてシェアする。なるほどね。じゃあ、おー、はい。おー、確かにシェアできるからいいね。これ安いしね。うん。おー。で、絞ってた。А это мороженое, родившееся из японского вафельного десерта Монако. Бывает даже вот такое с прослойкой из шоколада. Это, кстати, самое любимое мороженое Изуми, поэтому пусть на немножко ревью расскажет. Чуть ревью. Монако ですね。Монакоね。これが一番好きな。手が汚れないから好きなんです。ああ、味じゃなくて？味ももちろん好きです。おお。うん。まあ、なんかワッフルみたいだね。そうね。この生地と中にバニラとチョコレート。うん。いただきます。うん。チョコね。アイスミルクとね。うん。濃厚な感じ。А мое любимое мороженое – это Юкими Дайфуку, мороженое мочи. Сверху вот такой слой из рисового теста, а внутри мороженое. О-о-о. Стоит меньше $1 это мороженое. И внутри два вот таких вот кружочка мочи и маленькая вилочка, которой можно ее вот так вот накалывать. Можно есть, когда еще полностью замороженное, или подождать, когда станет более мягким мороженое, и есть полурастаявшим, тоже очень вкусно. Удобно. Тянется к настоящей мочи. Из необычного есть мороженое в блине, с бисквитом, даже в виде груди, да, для особых гурманов. И, конечно же, какигори, мелко измельченный лед с сахаром и разными сладкими сиропами. Измельченный лед какигори, который подают в кафе, выглядит намного эффективнее. Какой размер? Мне кажется, трудно передать размер, но больше моей руки. И причем это даже не молоко, это просто мелкая стружка обычного льда. У меня здесь несколько разных соусов, которые можно полить. Это мороженое. Мне как-то не хочется называть это мороженым даже, да? Какигори будем называть это. Первое это сироп из матча. Мне кажется, как только я полью, оно все начнет таять. Можно поливать абсолютно всеми сиропами или на ваш вкус. Вот это сгущенка. И сгущенка это довольно классический сироп для японского мороженого какигори. Вот это я не знаю, что это. По-моему, это чай. Ладно, не будем пока поливать. Итадакимас, попробуем. Очень вкусно. На вкус чем-то похоже на очень легкое по вкусу, не жирное мороженое, поскольку это сплошной лед с сгущенкой. Поэтому оно слегка сладкое. Если вы не любите очень сладкую еду и десерты, то вам такое понравится, мне кажется. О, вот это размер! Какая красота! Это 3 вида мороженых, которые мы заказали. Это просто невероятно. Они все очень большого размера. Это, наверное, самое большое. Вот это мороженое смотрится более оригинально, конечно. Сделано в стилистике гортензии.
цветка. Аджисай на японском языке называется, поскольку лето — это сезон цветения гортензии. Но вот такое вот очень красивого голубого цвета. Непонятно на вкус какое, почему оно голубое. Яблочное мороженое тоже смотрится очень красиво и эффектно. И оно без какого-то молочного сиропа, поэтому даже если, допустим, вы не можете есть молочные продукты, как мороженое обычное, вам подойдет такой японский десерт категории с фруктовыми сиропами. Диана будет пробовать категории мороженое. Не впервые, конечно, в жизни, но... Чувствуется больше всего вкус сгущенки пока что. Сгущенка. Я не уверена, что вот это вот голубое на самом деле. Мне интересно, да, почему оно голубое. Просто покрашенный сахар. Покрашенный сахар. Покрашенный сахар. Может, типа... Чем-то напоминает рамены. Да, я тоже так подумала, типа рамены. Японский лимонад голубого цвета, который тоже непонятно, почему голубой, поэтому... Цвет неба. Я сегодня дегустатор. Дегустатор, да. Ты именно отдельно сироп сверху? Прям как варенье от бабушки. Бабушкино варенье. Какое-то чувство ностальгии. Но на самом деле очень вкусно, очень сладко. Кстати, если вы заметили, реально варенье. Тип льда везде отличается. Здесь самая мелкая стружка, чуть покрупнее. Слушай, реально ты права. У меня самая мелкая, да? Да. У тебя прям как снежок. Здесь больше уже как лед. Действительно. Раньше, как Егорий, когда ты его ел, у тебя могла болеть голова. То есть, когда ты ешь очень много холодного, у тебя как в голове такое, как кинь, да? Из-за перепада температуры. Мозг замораживается. Но в наше время, как Егорий, лед настолько мелко режет, что это все меньше вероятно, что у вас будет болеть голова или зубы от поедания льда. Потому что, когда он такой мелкий, он быстро тает во рту до того, как у вас переохлаждение мозга происходит. Может, поэтому его делают все мельче и мельче. Его делают все мельче и мельче, а порция все растет и растет. В наше время категорий намного больше размером, чем раньше, и намного разнообразнее. Например, это категории со вкусом тирамису, политый кофе, карамелью и сыром маскарпоне. Капучино, А этот черный категорий полит сиропом из черного кунжута и арахисовой пастой. На вкус чем-то похоже на десерт с пастой тахини, совсем немного сладкий, поэтому можно много съесть. Хотели бы такое попробовать? Надеюсь, вам было интересно это видео. Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!